Привет всем, это канал Радов Одесса. Вот собираюсь сделать ремонт у ребенка в комнате детской, такое освежить потолок и переклеить обои. В этом видео покажу, как освежить потолок правильно с багетом вместе. У вас багет и потолок, то есть освежать надо раз в 2-3 года где-то, прокрашивать. Так, вот наша детская, как она все выглядит. Здесь фотообои, мы их менять не будем. Вот потолок с багетом. По подготовке первое, что делаем, это убираем все паутинки пыли с потолка, вот эти черные места. Вот. Если у вас обои уже, то вот так проклеиваем малярную ленту, чтобы не зацепить, чтобы не закрасить себе обои. Там, где обои переклеиваются, как здесь, ничего делать не надо. Будем катать одновременно и одновременно красить багет. Вот, я же говорю, по подготовке все сделали, и можете черные места, если у вас где-то есть сильно черные места, то пройти их сразу белой краской отдельно. Я это уже сделал. Дальше у нас грунтовочный слой пойдет. Так, для изготовления грунтовочного слоя, то есть просто грунтовки, можно грунтовать, конечно, и обычным грунтом, но тогда больше просто слоев придется делать. Я грунтую так, то есть просто обычную краску густую бью, вот, добавляю ПВА немного для крепости. Вот, я же говорю, можно просто аквастопом загрунтовать, если хотите. Вот, просто потом больше слоев придется делать. Я одновременно и прокрашиваю первым слоем, вот, и грунтую. То есть, но густым это делать нельзя. То есть вы просто смешиваете краску густую с ПВА и с помощью воды доводите краску до состояния грунта, практически воды. Можно чуть-чуть гуще. Вот. То есть делаете вот такую вот грунтовочку. Ничего сложного нет. Вот. В общем, колопуцаете, доливаете воды на глаз, пока не будет консистенция, вот как у воды, видите, она течет. Все, после этого можно будет наносить первый слой. После того, как грунт, краска готов, так скажем, набираете на валик. Только старайтесь это делать аккуратно. Я даже полный клеенул, если что, буду подтирать. Вот. И начинаем прямо от края багета. Можно даже вылезти на него. Вот так закатываем. Вот. Всю площадь. Сначала наносите. Покажу, как вообще правильно красить и развозюкивать краску валиком. Раскатывать. То есть вот где-то отсюда берете от начала, наносите сплошняком и вот такими движениями туда, обратно. То есть доводите до конца потолка. Я говорю, можете прямо вылазить немного на багет. Мы сейчас дальше будем его, после того, как площадь закатаем, будем красить сразу же на свежую багет. Это делается одновременно. То есть я вот по краю здесь прямо вылажу на багет, чтобы по нему стекало. Все, то есть вот такой кусочек нанесли небольшой. Дальше разворачиваем валик и начинаем собирать. Просто его вот так краску. Это равномерно помогает развести краску по всей площади. Смотрите, чтобы не было нахлестов. Вот. И краска ложилась равномерно. Грунтовкой можно просто обычно загрунтовать, но тогда вам больше слоев придется делать. И так делаем всю площадь. Первый слой я закончил, вот, саму площадь. Так оно вышло. Я говорю, это грунтовочный слой. Но остальные слои красятся, в принципе, так же само, только более густой краской. Тонкости там есть, я покажу. Так, после того, как вы загрунтовали
всю площадь. Вот. Она сохнет, должна быть пару часиков, хотя бы желательно сутки. То есть берете просто краску с кисточкой, такую же жижу, и этой же краской просто проходите багет вот так вот, и сравниваете одновременно с потолком. То есть если там где-то нужно повторить структуру валика, то просто делаете вот так вот точечками. Ну, это где не достал валик. А в остальном просто этим же составом собираете все, что наляпало, вот, и прокрачиваете весь багет по периметру. Вот это первый слой. После этого нужно дать 2-3 часа высохнуть, желательно день. И будем красить уже густой более краской, я покажу, как разводить, и тонкости покраски покажу. Прошел день, вот, грунт высох, потолок стал немного светлее, ну есть еще вот много темных пятен. Вот. Сейчас будем заводить густую краску и катать по второму слою. Так, для второго слоя в принципе ничего делать не надо. Вот берем саму густую краску, она вот такая вот. Ну и просто водичкой ее чуть-чуть добавьте, там процентов 10-15, чтобы просто она не была совсем густая и хорошо раскатывалась по потолку. Вот, то есть, смотрите на глаз, чтобы такая, как сметана средней густоты. Ну вот, так, думаю, достаточно. Хорошо вымешивайте, чтобы комков не было, ничего. То есть, и потом, как только на потолке попробуете, смотрите, как раскатывается. Если нормально раскатывается, то ничего не надо. Если слишком густая, лопухи ложит, то добавьте чуть воды, разведите. Так, а теперь берем валик и покажу сейчас тонкости раскатки уже густой краски. Значит так, валик набираем пожирнее, не стесняйтесь. Вот, то есть краски нужно много, не пытайтесь сухим валиком красить потолок. То есть набрали побольше, вот, выбрали где-то с полметра вот, от, ну я не знаю, там сантиметров 70 от края, ну это в данном случае от окна, и начинаете наносить. То есть не раскатывайте по одному валику. Вот нанесли раз, набираете еще краски. То есть для начала, как говорится, нужно просто нанести краску на потолок. Вот так. 2. Вот. 3 раза я окунаю валик. Вот. Это уже густой краской, второй слой. Вот. И 3 раза вот так вот прокатываю. Дальше, после того, как даже 4 еще наберу, вот, чтобы до края, после того, как вы краску уже нанесли на потолок, то есть у вас там ее много, теперь нужно ее раскатывать. Я делаю это вот так, то есть я прямо прижимаю край к багету, вот так, то есть провожу, чтобы у меня прямо в угол краска зашла, ну, то есть между потолком и багетом. И от этого угла начинаю вот так плавно раскатывать, как бы собирать ее. То есть раз, там такие как полосы будут от валика, вот вам их нужно собрать и, как говорится, равномерно раскатать краску по всему потолку. Вот. Здесь от угла то же самое, можно вот, чтобы прокрасить всю площадь, вот так вот пройти. То, что стекает, если на багет где-то, то ничего страшного. Я показывал. Вот. Дальше будем красить сразу же багет. То есть все, как говорю. Вот выберите себе сторону валика, я вот эту вот беру. Вот. И вот отсюда как бы начинаю собирать краску. То есть идти на площадь. И смотреть, чтобы у меня нигде ни полос не было, ничего. Так вы равномерно распространяете краску по всей площади.
Так, теперь беру баночку с кисточкой, вот, и по багету так же самое, как и первым слоем по периметру полностью обхожу. Так, все, второй слой я полностью закончил. Вот, сразу результата не ждите. Дайте 2-3 часа краски высохнут. Некоторым достаточно 2 слоя. А так сами смотрите. То есть, если есть сильно темные пятна, то тогда лучше их отдельно именно возьмите, отметьте где-то, прокатайте вот, точечно. А после этого уже катаните сплошные. То есть количество слоев смотрите сами, пока потолок не станет белый. Я же говорю, чтобы не катать по несколько раз площадь, если есть темные пятна, отдельно их прокрашиваете. Когда наносите, старайтесь, то есть откуда начали, нахлесты делаете на ту же сторону. Валиком покрывать. Это самая часть. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. И спасибо всем, кто уже подписался.